5 апреля состоялось решение суда. Наш клиент, мой клиент Виктор Анатольевич Бут приговорен к 25 годам лишения свободы. В настоящий момент он направлен для отбывания наказания в соответствующую тюрьму. Но мы всегда считали и считаем, что американское правосудие никогда не имело права на рассмотрение дела в отношении Бута вот в том режиме, в котором оно состоялось. И раньше мы об этом говорили, и сегодня. И второе. Никаких доказательств и никакой вины, и никакого преступления Виктор Бут не совершал. Это вот общая позиция наша. Теперь за что он осужден? Или какие действия ему были вменены в вину? Это разговор с агентами американских спецслужб в Таиланде о том, что он якобы может поставить колумбийской организации ФАРК, и только американцы считают ее террористической, некоторое количество оружия. Вот за этот разговор. Никакой иного состава. И вот то, что любят корреспонденты, что это торговец смертью, там, чуть ли не лучший друг Бен Ладена, да, ничего подобного в суде нет. Вот только за это. Но вменяют ему 4 состава. И вот так пишется в изданиях, что 4 состава. Какие это составы? Я их сейчас, перечислю. Просто американское законодательство так устроено. Вот эти действия, разговор, привели к тому, что ему вменили 4 состава. Это заговор, так называемый, с целью продажи оружия колумбийской террористической организации. И отсюда они вывели такой тезис. И вот этим оружием можно убить американского гражданина в Колумбии. Вот это второй состав. Этим же оружием можно убить офицера американского, который служит в Колумбии. Ну и отдельно они рассмотрели вопрос о том, что речь шла о якобы поставке оружия, связанного с ракетами «Земля-воздух». Альберт Даян приехал сюда как адвокат. Мы рассмотрели все эти вопросы, выработали некие направления. Я бы хотел сейчас сказать о 3 направлениях, которые будут дальше использованы нами, стороной защиты в интересах нашего клиента. Первое, что есть возможность, и эта возможность будет использована, подать апелляцию. Причем дважды. Первый раз это вышестоящий суд, и второй раз Верховный суд. Мы решаем и считаем, и Виктор очень жестко стоит на той позиции, что он ничего не совершал, ни в чем не виноват, и он будет подавать жалобы в том порядке, который предусмотрен американским законодательством. Это раз. Второе. Мы сочли возможным рассмотреть вопрос и обратиться в Американскую комиссию по помилованию на основании такого принципа взаимности, что, может быть, американский президент помилует нашего гражданина. Вот почему. Если мы с вами помним, то в 2000 году был такой американский гражданин Эдмонд Поуп, который был осужден к 20 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Америки. Вот в декабре он был осужден 6 числа 2000 года. А при президентстве Владимира Владимировича Путина. А 14 декабря он своими ногами зашел в самолет и улетел в Америку. Он был помилован. Вот эту позицию мы хотим использовать там, в Америке. Что и американцы, мне кажется, понимают, что некоторая, или мягко скажем так, некоторая натяжка в том, что произошло, есть. И последнее, о чем мы договорились и о чем вели беседы сегодня с нашими государственными служащими в Министерстве юстиции, в Министерстве иностранных дел, это возможность выдачи Виктора Бута на родину для отбывания наказания. Это самый плачевный результат, я считаю, нашей работы.
будет, если это произойдет. Я думаю, что первое, мы докажем в апелляционном суде, что он не виноват. Если это не удается, возможно, это позиция, связанная с его помилованием, потому что он тоже ни в чем не виноват. В самом плохом варианте мы ставим задачу так. Есть конвенция 1983 года о передаче осужденных. Эту конвенцию подписала и Америка в 1985 году, и Россия в 2007. Хотя эта конвенция европейская. Она позволяет поставить вопрос о том, что человек, осужденный в одной стране, будет передан на родину. Виктор в этом заинтересован, по крайней мере, насколько я понимаю, Даяна, он прямо сказал о том, что, в общем, такой вопрос надо рассматривать. В связи с этим мы организовали несколько встреч, и я думаю, что они прошли достаточно неплохо, потому что надо синхронизировать. Здесь не только Россия имеет к этому, так сказать, возможности, это и Америка должна точно так же синхронно это рассмотреть. Вот эти три пути мы наметили. Мы встречались в международном правовом отделе как раз по этому вопросу. Соответственно, меня попросили со стороны адвоката и с нашей стороны подготовить ряд документов, которые им необходимы для того, чтобы сейчас первоначально отправить запрос в Министерство юстиции Соединенных Штатов и для того, чтобы запустить этот механизм в действие. Я имею в виду по поводу, так сказать, конвенции 1983 года, по поводу ее применения и возвращения Виктора на родину. Понятно, что эта процедура бумажная, займет значительное количество времени. И, собственно говоря, первый результат, который, возможно, будет ожидаем, это ответ из Министерства юстиции Соединенных Штатов, насколько они готовы и способны пойти навстречу Министерству иностранных дел России. На сегодня, собственно говоря, Виктор, вот мы как раз обсуждали тему, что закончился определенный период. Да, у нас был бангкокский период, очень сложный. По поводу бангкокского периода могу сказать, что уголовное дело не закрыто. В суде Таиланда будут продолжаться слушания, несмотря ни на что, по поводу его незаконного вывоза из этого государства. Сейчас в силу вступил в свою должность новый адвокат в связи со смертью нашего старого защитника, к сожалению. Вот. И, видимо, на конец августа или середину августа будут назначены новые слушания по этому вопросу. В суд Таиланда приглашены бывший премьер-министр, министр иностранных дел, представители Министерства юстиции, Министерства коррекции тюрем и начальник тюрьмы. То есть как свидетельские показания. Значит, никаких документов до сих пор в суде нет. И никакого разрешения, что основное было для Бангкока, это разрешение уголовного суда Королевства Таиланд на экстрадицию Виктора в Соединенные Штаты Америки. В прошлом году я туда летала как представитель со стороны Виктора, так как он сам, соответственно, не мог присутствовать там. Вот, и, соответственно, давала показания в суде по поводу его вывоза. То есть этот период, несмотря на то, что он уже давно позади, он все равно эта тема будет продолжаться. Это принципиальный вопрос для нас. Закончился суд в Соединенных Штатах, он сейчас уже находится в тюрьме, где и будет отбывать тот срок, который ему был назначен с федеральной судьей. Несмотря на все наши битвы, и рекомендации федерального судьи по поводу условий его содержания. То есть в Америке, хочу напомнить, было отдельное слушание по этому делу. Виктора продержали 15 месяцев практически в карцере в одиночном. Он был очень сильно истощен, были проблемы с питанием. Практически там была голодовка. В связи с этим адвокат тоже подавал в суд, и то решение, которое вынесла федеральная судья на основании тех обвинений, она подчеркнула, что Виктор, он не террорист. И прокуратура, ни Министерство и Департамент коррекции тюрем, они не имели права его держать в таких условиях. Собственно говоря, в связи с этим она перевела его на общий режим в тюрьму Бруклина. Это было около полугода назад, до его, так сказать, перевода на место отбывания наказания, в связи с чем прокуратура опять, не знаю с каких позиций, невзирая на рекомендации федерального судьи, пыталась его отправить в тюрьму строгого режима, о чем, собственно говоря, был очень большой скандал, потому что это все делалось тихо, подпольно, об этом никто не знал. Вот, к сожалению, нам удалось это отбиться, но вот на сегодня опять Виктор не находится в условиях общего содержания. У него режим так называемый ограниченной информационной связи. То есть он находится в одиночной камере,
имеет право на 100 печатных страниц в месяц, на 2 телефонных звонка в неделю по 5-10 минут членам семьи или адвокату по выбору. Значит, пока пользование какими-либо там библиотекой, пока ничего не известно, возможно ли это будет. То есть это информационная ограниченность полная. Единственное, что вот он мне сказал, когда мы с ним разговаривали в среду, он имеет право, значит, в 6 утра камеру открывают, в 10 закрывают, имеет возможность выходить на улицу и заниматься там, не знаю, спортом там, в тех условиях, которые там на сегодня имеются. Я разговаривала с представителями российского посольства в Вашингтоне. Сейчас они будут курировать непосредственно дело Виктора Бута в связи с тем, что он уже из штата Нью-Йорк переведен. Значит, сотрудники российского посольства предполагают быть у него до 15 июля. В связи с тем, что он, извините, засунут неизвестно куда очень далеко, и посещение и консульских работников, и адвокатов, и тем более мое, очень будет затруднено, потому что ближайший пункт населения, который находится от тюрьмы, это примерно 300 километров, приходится там, транспорт не ходит, это надо будет брать машину или каким-то там способом до этой тюрьмы добираться, где останавливаться неизвестно, и поэтому огромные проблемы будут с тем, чтобы, например, я имела возможность там побывать. Вот. Судя по всему, это будет свидание раз в неделю, как предписывает режим содержания на английском языке. В каких условиях тоже непонятно, пока на сегодня, до, видимо, того, как сотрудники посольства у него не побывают и не уточнят на самом деле возможности какого-либо с ним общения. Ну вот, наверное, по условиям содержания, вот что могу сказать, что опять, когда проходил процесс его перевода из одной тюрьмы в другую, его продержали в пересыльной тюрьме практически 12 дней в карцере, то есть без свежего воздуха, без всего. Он сидел в одиночке, так сказать, и не имел возможности ни с кем связаться, ни позвонить. Единственная была возможность по тюремному судебному там, информационному в сетях, есть такая в Америке схема, где по номеру заключенного можно отследить его место пребывания, нахождения. Вот мы видели, что он находится там, а потом увидели, что этот номер переселился наконец-то в то место, где он сейчас находится. Ну, наверное, вот в общих словах это все. Но могу сказать, что я не совсем разделяю точку зрения, например, нашей защиты, я имею в виду адвокатской стороны, по поводу апелляции, потому что не считаю возможным все-таки в связи с тем, что здесь замешано огромное количество политики, и это был заказ, и заказ из Вашингтона на то, чтобы Виктора привезли в Америку, потому что ни в одном другом государстве подобный процесс невозможен. Ни в каких рамках, ни в правовых, ни в каких-либо еще. Значит, цель его туда доставки понятно, то есть политизированный процесс, это показательный процесс, раз, над российским гражданином, второе, это, видимо, создание каких-то прецедентов, так сказать, американского права на то, чтобы Америка выступала в том, что она будет там, мировым судьей во многих государствах и судить граждан любой страны, находящихся за пределами Америки, их туда привозить, и, опять так сказать, сама форма доставки предполагаемого якобы человека, который представляет опасность для государства Соединенные Штаты, непонятно. То есть это может быть как угодно, где угодно, и вопрос законности экстрадиции или туда его привоза не рассматривается никак. Вот, поэтому я считаю, что бесполезно биться там в судах. Если это заказ, политический заказ, он будет также пролоббировано, решение будет однозначно, ну, выиграем мы 5-10 лет, это на самом деле вопросы не решится. Моя позиция такая, что здесь должна быть другая политическая воля, решение России на политическом уровне, политические договоренности о том, чтобы его сюда вернуть. Каким способом, опять я говорю, вот вполне возможно, это, как Виктор Николаевич сказал, это конвенция, второе – это обмен, что очень сомнительно, и третье – это помилование президентом Соединенных Штатов.